Всем привет, на связи Кирилл Юферов, и я немного задержался с выходом, и поэтому не будем тянуть с роликом, поэтому перед просмотром ставьте лайк и подписывайтесь на канал, давайте поднимем актив на канале, а мы начинаем. Вот мы и дождались нового обновления под названием «Контракт» от Rockstar, в котором нам добавили Франклина Клинтона. События происходят после сюжетной игры. Теперь мы будем работать с Франклином и помогать богачам решать их проблемы. Франклин выглядит немного постаревше, а ведь ему всего-то 33 года. Возможно, после всех проблем, которые были у него ранее в жизни, его потрепала жизнь, однако сильно, и оставила след. Причем парень посидел знатно. Франклин открыл свое агентство Франклин Клинтон и партнер. Нам он представляется как менеджер, который работает на богачей, и нам предстоит решить их проблемы, которые, возможно, связаны с ограблениями. Франклин искал бизнес-партнера, который по итогу становимся мы. От этого, я и думаю, идет название Франклин Клинтон и партнер. Первым клиентом оказывается всеми известный рэпер Доктор Дре, который потерял свой телефон с очень ценной информацией. Вот интересно, что в этом телефоне может быть такого, что он решил обратиться к нам в агентство. Пишите свои мысли в комментарии. Также нам показали Ламара, который тоже знатно постарел, и, возможно, стали проблемы со зрением. А может быть, носит очки как просто дополнительный аксессуар. Также появилась девушка-хакер, которая, возможно, будет нам названивать и говорить, что и зачем нужно делать. У нас теперь есть своя звукозаписывающая студия, которая является, по всей видимости, офисом. Будет новая недвижимость, которая отличается в трейлере и на скриншотах. Кто не понял, это я про фон за окном. Но я склоняюсь к тому, что будет несколько вариантов, где мы можем потусить. ЧОП также будет в игре, а как же мы без этого пса? Но что, судя по трейлеру и по скриншотам, уже не такой активный ЧОП. Годы берут свое. Также нам показали новые автомобили, которые мы увидели в новом трейлере и официальных скриншотах. Мы увидели два новых суперкара, их прототипы похожи на Lamborghini Veneno и Lamborghini Galantro, и Aston Martin Victor, а также SSK Taytara. И появился Enos Джебель, прототипом которой является Rolls-Royce Caelion. Также засветилась какая-то машина с откидным верхом. И машина, которая очень похожа на Porsche, из-за ракурса непонятно какая это модель, поэтому оставим это так. Оружие. Это еще одно, что мы любим. Нам показали два пистолета. Один электрошокер, а второй Эми-пушка, который включает всю электронику. Возможно, как раз и про это нам говорил Snoop Dogg, что его друг Доктор Дре работает с Rockstar над GTA. Вообще в трейлере не показали ничего глобального. Но если не касаться постаревшего 33-летнего Франклина. Многие также хотели бы увидеть Майкла, но возможно он занимается кино, а когда он появится, мы похоже будем работать также над проблемами, которые столкнутся звезды фильма и так далее. Но больше всего я жду наконец-то новую GTA 6. Я даже согласен на 30-секундный трейлер, чтобы хотя бы увидеть движение Rockstar. Что касается зимнего обновления, то я его не увидел. Кто-то называет, что это может быть и есть зимнее обновление, то это не то, что я хотел бы увидеть в плане погоды и атмосферы, которую показали в трейлере. Конечно, также существует предположение, зимнее обновление может настать в 20-х числах декабря. Хотя не сильно я этому верю. Но если так вдруг это произойдет, то, конечно, возможно, что она будет с 20 по 30 число декабря. Но это примерный период. А по большому счету, стоит ли на это полагаться, то я не знаю. Облазив весь интернет, я не нашел ни единой зацепки. Возможно, Rockstar и хотели сделать зиму, но мне кажется, им помешала та самая трилогия. Также у Rockstar были переговоры с актером, который послужил в свою очередь главным героем GTA 5 Франклином. Давным-давно были новости, что Франклин вернется в онлайн. И так оно и произошло. И также актер, который подарил нам Майкла, сам заявил, что не против поучаствовать в GTA Online. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что Майкл появится в следующем обновлении. И многие задаются вопросом, какой же выбор сделал Франклин в сюжетной игре. И я думаю, ответ на это прост. Франклин спас обоих героев, потому как если бы Франклин выбрал кого-нибудь из своих друзей, с ним бы его друг Ламар не общался и не хотел не иметь дел никаких. Ламар всегда топит за своих друзей и уважает, если его друг выбрал своих братьев. И на этой доброй ноте я бы хотел окончить наш ролик. Ставим лайк и подписываемся на канал. С вами был Кирилл Юферов. Всем удачи и пока, бандиты.